Кто это? Люнгбакр. Я изловил его много лет назад. Для Одина? Да. Мне казалось, это изысканный способ завоевать его расположение. Сработало? Да, сработало. Здесь не пристать. Может быть, есть другой путь? Это существо. Ты его поработил. Да. Но зачем? И я был молод и глуп. И я не понимал, каково это годами томиться на цепи, не имея возможности занять свои мысли ничем, кроме боли. Точно. Мы и плавники приковали. Будь любезен. Тихо, тихо. Ему больно? Мы его освободим. Но он останется пленником. Ты знаешь, это не хуже меня. Теперь другой плавник. Надо придумать, как пробраться за обломки.
Ялфа! Берегись! Сверху! Ялфа! Ты злишься на меня, да, брат? Я помню, каково носить ярмо на шее. Такого никому не пожелаешь. Что-нибудь выяснил? Кошмары! Ялфа! Зачем ты его пленил? Из его жира получалось знатное масло для ламп Одина. Масло? Для ламп? Какой бы гнев ты ни испытывал, как бы ни презирал меня, знай, я ненавидел себя куда сильнее. Еще один вдохновенный стих Квасира.
Плавник, будь любезен. Вижу. Остался только хвост. Берегись! Гнездо это! Ялха! За гнездом было какое-то устройство. На причал все равно не попасть. Может, получится что-то сделать сверху? Может, этот причал приведет нас к хвосту? Вернемся к лодке. Ты никогда о нем не упоминал. Тебя это удивляет? Что старик стыдится ошибок, которые он совершил? Нет.
Я думал, надеялся, что это существо давно околело. Но асы даже не удосужились добить его после того, как он стал для них бесполезен. Давай мы добьем. Нет, в наших силах его спасти. Отлично, отсюда доберемся до хвоста. Хочешь спасти это сломленное существо? Я знаю, каково это прозябать в плену. Я не могу его бросить. А если его уже не спасти? Я не понимаю. Пойдем дальше. Слева! Кошмар слева! Враг справа! Берегись, сверху! Готово! Должно быть тоже прикован. Спустимся по той веревке и попадем куда нужно.
происходит? Наверное, его нужно подбодрить. Поднеси меня к нему поближе. Взглянем друг другу в глаза. Это существо, буровые машины. И это ошибки, Мимир. Но виноват Один. Это не оправдание, малыш. Но спасибо за эти слова. Ну давай, огромная ленивая туша! Прочь! Не двинулся. Почему он не двинулся? Успел привыкнуть к своим цепям. Ну, нет. Все можно исправить. Надо заставить его плыть, спугнуть. Как-то. Не все можно исправить. Лишь сделать лучше, чем было. Ему нравится дуновение ветра. Я чувствую. Пусть это его утешит. Но этого же мало. Такова жизнь. Отец, хочу спросить насчет твоих клинков. Тех с твоей родины. Что с ними? Почему ты их до сих пор не выбросил? Ты иногда так на них смотришь, будто... не знаю, будто ты их ненавидишь. От самых ненавистных вещей бывает польза. Кроме того, я пытался. Они вернулись. Спасибо за эту находку. Все равно я был рад встрече.
отец? Как учили воинов в Спарте? Безжалостно. И поэтому ты меня так не учил? Ты сомневался, что я их выдержу? Я не думал, что они тебе нужны. Спасибо. Думаешь, кран работает? Чуешь дым? Еще одна буровая машина. Ты со стыдом говоришь о содеянном. Жалеешь, что не дал Одину погубить их? Нет, я... Ой. Ялфа! Я не понимаю. Гномы ведь не были на цепи. Они не могли уйти? А дальше что? Их новые горны отравили землю Свартальфхейма, а сами еду они выращивать не могли, только покупать у Асгарда. Если бы они отказались работать, остались бы с пустыми животами. Умно. Мерзко. О, семьи Гдрасиля. Проход в Муспельхейм. Может, он ведет на ту арену, где мы когда-то побывали? С чего ты так решил? Да просто мечтаю вслух. Помнишь испытание Сурта? Было весело. Мы тренировались. Тебе не было весело? Ну, в общем, надо поискать вторую половину семени. Соберем его и посмотрим, куда оно ведет. Здорово. Теперь переберемся. Узнал что-нибудь? Ялфа!
Это Бексра! Знай себе, плодит тварей, как в последний раз! Для нее так и будет! Сзади! Враг справа! Еще Эдуи! Слева! Мимир, разве тебе не было бы удобнее висеть лицом вперед? Уже пробовали. На лицо налипают. Дело сделано. Так-то оно так. Только это сущая мелочь. Капля в море по сравнению с тем, что натворили асы. Помни о своих проступках, но не позволяй стыду верховодить тобой. Да? А почему нет? Перед тобой поставили невыполнимую задачу. Не вини себя за то, что не смог ее решить. Думаю, гномы бы с тобой не согласились. Все это ничего не меняет. Нет. Но это начало. Брат, хочу напомнить. Свартальфхеймская руда, которую мы нашли, может пригодиться Броку или Синдри. Знаете что? У меня лицо чешется. Похоже, борода растет. Да? Да, вот на подбородке. Точно растет. Да? А это не грязь? Это не грязь. Воздух стал чище. Наверное, потому что мы остановили машину. Смотри, рыба появилась. О, вот значит как.
Отец, когда я буду как ты? В смысле? Ну, больше. Когда у меня будут такие же мускулы? Когда ими займешься? Но Бальдер был очень сильный, а мускулов у него не было. Моя сила не проистекает от тела, но и она требует дисциплины. В каком смысле? Дело в том, парень, что сила Бога, она всегда с тобой. А вот если ты хочешь иметь тело Бога, то придется поднимать тяжести и класть их обратно. К Дурлину? Надеюсь, он рад, что мы разобрались с машинами. Брат, в своих странствиях я слышал о великой битве на твоей родине, месте под названием Врата Огня. Жаркие врата. Ты там был? Нет. Я слышу сожаление. Я жалел, что не погиб там много лет, но больше не жалею. И это его лавка? Ну, на это указывает знак, подвешенный так, что вот-вот рухнет кому-нибудь на голову. Идет! Мы ищем Дурлина. Вам назначено время. Нет. А сюда приходят только если назначено? Пришел что-то у меня требовать? Думаешь, прицепил отрубленную голову на пояс, и я так напугаю, что сразу возьму и соглашусь на предложение Эстрид, а? Мы ищем пленника Одина. Он заперт в какой-то шахте. Друзья сказали идти к тебе. Откуда у тебя... Ты ей им голову отрубил, а? Она была моей женой. Мы с закуской гадали, куда она исчезла после провала бунта. Провала? Смотри. Да. Фэй умерла. Взял лучших. Кто остался в живых, платит за все. Я боюсь, что не могу помочь вам с поисками этого пленника. Но
Он может знать, как остановить Одина и избавить Свартальфхейм от асов. Я больше не желаю идти против Всеотца! Стойте, пока не ушли! Возьмите. Что это? Штраф! Вы нарушили закон о чистоте, разгуливая с гниющей головой. Дважды упомянули истинное имя Всеотца и... покорежили мой стол! Штраф? С оплатой можете не спешить. А теперь пошли вон. Привет тебе. Какая часть фразы «вон из моей лавки» вам не ясна? Ее зовут Закуска? Да, конечно. Тогда спасибо. И если из этой башки на мой пол натечет гнилая кровь... Ну, знаешь ли. Вы гляньте, она еще и болтает. Закуска, ты представляешь? Да и рожа вроде знакомая. Просто у меня лицо такое. Ну да, кроме него отличиться тебе нечем. Нам пора. Эй, но это же не штраф. Не сейчас. Впереди враги.